Друзья, здравствуйте! Велолетописец на связи. Сегодня 30 августа 2025 года. Мы будем снимать деревню Лубень. Это Столбцовский район Минской области. Сейчас движемся по улице Старая. Собственно, въезжаем в эту деревню. Здесь какое-то ответвление есть, небольшая улочка, но никак не обозначенная. Давайте проедем по ней немного. Судя по всему, здесь есть еще несколько домов. Да, здесь дома стоят. Значится, как на улице Старая. Ну, здесь уже совсем в лес идет дорога. Немного проедем по этой проселочной дороге и вернемся с вами на улицу Старая. Будем уже снимать саму деревню. Судя по всему, здесь уже домов не будет. Мы выехали прямо в лес. Возвращаемся с вами, друзья. Итак, друзья, развернулся я, еду назад по этой ответвленной улице. И у нас прямо по курсу будет улица Старая. Поедем с вами, друзья, по ней. Здесь, судя по всему, Поклонный крест. Итак, друзья, выехали мы с вами на улицу Старая. Будем двигаться по ней. К сожалению, нет у меня информации о названии этой деревни Лубень. В интернете нет никаких подсказок. Но местные тоже как бы не подсказали. В целом, что можно рассказать? То, что я нашел, что численность в 2009 году была 109 жителей. То есть такая небольшая деревушка. Но я вам хочу сказать, что она жива. Наверное, сказывается близость Минска, относительная близость. Я думаю, деревни до 100 километров от Минска обживаются людьми. В целом в деревне здесь всего лишь две улицы. Улица Старая и улица Новая. То есть такая небольшая деревня. По левую руку у нас кукурузное поле. Видите, все засеяно
кукурузой. Согласно Википедии, в 1908 году здесь было 433 жителя и 61 двор. То есть была намного больше эта деревня. Итак, друзья, по правую руку здесь небольшое кладбище. Возможно, попробуем его позже посетить. Здесь старые надгробные плиты есть. Я думаю, для вас будет интересно. Также мне рассказали, что некоторые могилки здесь убирают до сих пор. Наверное, местные жители. Итак, друзья, едем с вами далее по улице Старая. Ну и прямо по курсу у нас будет слева примыкание улицы Новая. Мы на нее еще вернемся. Пока, друзья, просто будем проезжать и двигаться далее по улице Старая. Так, друзья, из известных лиц Мишкевич Михаил Вацлавович. Это белорусский языковед, кандидат философских наук и доцент. То есть, получается, выходец из этой деревни. Продолжаем наше движение с вами, друзья, по улице Старая. Ну, я вам хочу сказать, людей здесь побольше, чем в Быховском районе, в деревнях. То есть, как бы активно жизнь идет, кипит. Итак, остановка общественного транспорта. Мы с вами все еще на улице Старая находимся. Проезжаем, здесь некая улочка слева. Ну и получается, видим с вами знак, что здесь Лубень будет заканчиваться. То есть улица Старая, получается, где-то здесь прекращает свое существование. Мы с вами, друзья, перенесемся на улицу Новая. Итак, друзья, вернулся немного назад, чтобы отснять улицу Новая. Это будет наш поворот налево. Ну, друзья, поворачиваем. Улица Новая.
Согласно указателям до Хатова у нас или Хотова 4 километра отсюда. А мы с вами движемся по улице Новая. Как видите, дома здесь ухоженные, нормальные. И дорога неплохая. На велосипеде нормально ехать. Напоминаю, что мы с вами сейчас в деревне Лубень, Столбцовский район, Минская область. Движемся по улице Новая. Вот дом по правую руку продается, висит объявление. Возможно, кто-то купит под дачу себе. В целом, я вам хочу сказать, хорошая деревня, спокойная, тихая. Природа, свежий воздух. Косят траву здесь вон, ребята. Продолжаем наше движение по улице Новая. Здесь недалеко от Лубени поселок Школьный. Мы его с вами тоже посетим. Выбрал я опять, чтобы солнце было за спиной, когда двигался по улице Старая. И здесь сейчас солнце на улице Новая по левую руку. Кадры должны получиться хорошие, не засвеченные. Есть и кирпичные дома, и деревянные, возможно, просто обшиты. Ну и тут уже поля начинаются. Ну и, друзья, по левую руку магазин. И он завершает, получается, деревню. Хотя здесь, друзья, еще есть, наверное, домик. Только все заросло здесь деревьями. Да, стоит домик, окруженный деревьями. Ну а здесь, друзья, по правую руку поля, а здесь уже кукуруза начинается. Ну и знак, что Лубень заканчивается. И мы с вами, друзья, будем заканчивать ролик. Спасибо, что досмотрели до конца. Вот такой небольшой обзор деревни Лубень у нас получился. Подписывайтесь на канал.
ставьте лайки, оставляйте комментарии, друзья. До новых встреч!